3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Супергерои. Однажды Коржик, Карамелька и Компот рассматривали комиксы с разными супергероями. Ого, светокот может светить глазами в темноте, как фонарями. А Котомех может мгновенно стать пушистым. Мне больше нравится грозовая кошка. Она может пускать молнии. Быть супергероем так здорово. Ага, у каждого есть какая-то суперспособность. А давайте поиграем в супергероев. Придумаем себе суперкостюмы. И суперимена. А главное, суперспособности. Супер! Миу, 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 миу. Котята мастерят себе костюмы супергероев. Силакот! Котоплащ. Мегакошка. Всех спасут! Ого! Прям настоящие супергерои! Супергерои всегда кого-то спасают. А давайте я буду красивой кошечкой, которая попала в беду, а вы меня будете спасать. Давайте! Чур, я спасу лапочку. Я котоплащ, я умею летать. Кто-нибудь помогите. Ужас, она сейчас утонет. Ты мой супергерой, Котоплащ. Нет, лапочку будет спасать Силакот. Я обладаю огромной силой. Кто-нибудь помогите. Смотрите, метеорит из дальней галактики. Ты мой супергерой, Силакот. Нет, лапочку буду спасать я, Мегакошка. Я могу двигать предметы силой мысли. Кто-нибудь помогите. Ой, пожар. Ты моя супергероиня, Мегакошка. К тому же лапочка моя подруга, так что спасать ее буду я. Мы тоже дружим с лапочкой. Да, пусть она сама выбирает. Эй! О! Меня будет кто-нибудь спасать или нет? Я уже устала ждать. Лапочка забралась на дерево. Котоплащ спешит на помощь. Все, спускайся, лапочка. Я тебя спас. Нет, это Мегакошка. Я переношу тебя на землю силой мысли. Все, слезай. Нет, я так не играю. Будет некрасиво, если я сама буду слезать. Какое же это спасение? Ну, у нас же на самом деле нет никаких суперспособностей. Мы не можем спасти тебя по-настоящему. Ну вот, только я сюда залезала. Ой! Кто-нибудь помогите! Лапочка может упасть на кактус. Что же делать? Я знаю, что надо делать. Коржик, держись за дерево, а ты, Компот, хватай плащ Коржика и тяни его назад как можно сильнее. Лапочка, прыгай! Ого, вы правда спасли лапочку? Ага, с помощью супермысли Карамельки, суперсилы Компота и суперплаща Коржика. Спасибо! Вы все мои супергерои. Похоже, вместе мы и правда многое можем. Супер! Миу, 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 миу. Спасите теперь меня. И меня! Оказывается, суперсила котят в их крепкой дружбе. Ведь вместе они суперкоманда 3 кота. День рождения мамы. Однажды ранним-ранним утром, пока все еще спали, папа собрался куда-то пойти. Папа! А куда ты уходишь? Сегодня же день рождения мамы. Ты что, забыл?
Про мамин день рождения я никогда не забываю. А вот подарок для мамы я забыл на работе. Сейчас я за ним съезжу, а когда вернусь, мы ее поздравим все вместе. Дождитесь меня. Здорово! Маму разбудите. Котята собираются подарить маме картину, которую они сами нарисовали. Красиво у нас получилось. Интересно, какой подарок будет у папы? Папа забыл подарок на работе, а работает папа на кондитерской фабрике. Значит, это будет какой-нибудь торт. Но торт папа и так приносит каждые выходные. А подарок на день рождения должен быть особенным. Можно и торт сделать особенным. Например, положить в него письмо с поздравлениями. А вдруг мама случайно съест письмо? Тогда можно зарядить торт фейерверком. Он взлетит и будет салют. А если что-то пойдет не так, и торт не взлетит? Надо, чтобы кроме торта папа подарил еще что-то. То, что мама очень любит. Мама любит спорт. И розовую одежду. А еще мама любит цветы. Давайте соберем красивый букет, и папа подарит его вместе с тортом. Но котята забыли, что на улице осень. Они искали цветы на клумбе. Искали в парке. Искали в роще. Но осенью цветы уже не растут. Ну вот, все пропало. Выходит, папа опять подарит маме только торт. Я знаю, что надо делать. Мы соберем букет из разноцветных листьев. Они такие же красивые, как цветы. Котята собрали очень красивый осенний букет. Всем доброе утро! Ой. Доброе утро, мама! С днем рождения! На подарки мы тебе вручим, когда вернется папа. Вернется? А где это он? А я тут как тут. С днем рождения. Это не похоже на торт. Это же спортивный костюм и кроссовки! Все, что ты любишь, кисуля. Спорт, розовая одежда и цветочки. Спасибо, котенька! Какой у папы хороший подарок! Значит, наш осенний букет не нужен. Конечно, нужен. Мы сами подарим его маме. Любимая мамочка, поздравляем с днем рождения! И хотим подарить тебе нашу картину. И осенний букет. Спасибо, мои хорошие! Все это самые лучшие подарки, которые мне когда-либо дарили. Здорово! Миу, 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 миу. Торт папа, конечно, тоже принес, чтобы мама могла задуть свечи и загадать в свой день рождения самое заветное желание. Космическое путешествие. Однажды вечером разыгралась метель, и котята остались дома. Скукота! Может, поиграем во что-нибудь? А во что? Смотрите, снежинки похожи на звезды. Мы как будто летим в космосе. Точно! Будем играть в космическое путешествие! Давайте, будем летать среди звезд. Здорово! Миу, 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 миу. Но в космосе все должны парить в невесомости. А вот и невесомость.
Я больше не могу бороться с силой земного притяжения. Фу. А мы построим космический корабль. Котята берут коробку от пряжи, чтобы сделать корпус корабля. Берут картонные папки, чтобы сделать крылья. Находят воронку, венчик и бублики. Прикрепляют все это к коробке, и вот космический корабль готов к старту. Говорит капитан корабля. Приготовиться к полету. Говорит штурман. К полету готовы. Говорит, бортмеханик. Включаю двигатель. Полетели! Прямо по курсу шерстяные кометы. Ай, 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 ай. Пришельцы! Мама! Папа! Мы приняли вас за пришельцев из космоса. Что это вы тут устроили? У нас космическое путешествие. Скорее, космический беспорядок. Займитесь-ка уборкой, ведь вам скоро в кровать. А космическое путешествие? Мы не можем жить без космоса. Да! Внимание! Говорит Центр управления полетами. Команде звездолета «Три кота» дается задание убрать весь космический мусор и спасти нашу цивилизацию от загрязнения. Как поняли? Прием! Вас поняли! Убираем космический мусор. Ура! Что будем делать с шерстяными кометами? Отправим их на планету Комод. Кухонные астероиды. Разложим их по полочкам, то есть по орбитам. Книжные метеориты. Ого, как их раскидало! Их место в галактике книжный шкаф. А этот космический мусор надо отправить в черную дыру мусорного пакета. О, сколько накопилось! Я знаю, что надо делать. Мы выйдем в открытый космос. В космосе зима. Не забудьте скафандры. Мы избавили нашу вселенную от мусора. Это что, пришельцы из космоса? Нет, папа, это мы. Космическая уборка выполнена. Молодцы! Готовьтесь ко сну, а я приду и поведаю вам истории про космос. И про далекие звезды. Здорово! Миу, 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 миу. Папа и мама сделали звездное небо, используя фонарик и дуршлаг. А котята слушали папины истории и готовились увидеть космические сны. Камень, ножницы, бумага. Однажды котята мастерили большой макет острова. Все, остров для наших динозавров готов. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте скорее играть. Подождите. Сперва надо убрать весь мусор. А давайте сыграем в камень, ножницы, бумага. Кто проиграет, тот будет убирать. Давайте. А это как? Очень просто. Нужно показывать рукой камень, ножницы или бумагу. Ножницы круче бумаги. Они могут ее разрезать. А камень круче ножниц. Ножницы о камень сломаются. Но зато бумага круче камня, потому что может его обернуть. Понятно. Коржик, давай попробуем. Камень, ножницы, бумага. Камень. Бумага. Бумага оборачивает камень. Победила карамелька, теперь мы. Камень, ножницы, бумага. Камень сломает ножницы.
это не ножницы, это свисток. Он громче щелканья ножниц и стука камней. Значит, я выиграл. Разве можно показывать другие предметы? А у нас будет новая игра. Ладно, победит тот, кто найдет предмет покруче. И можно играть сразу втроем. Камень, ножницы, кораблик. Лупа! Скакалка. Скакалка самая длинная. Зато кораблик не тонет в воде. А лупа и скакалка тонут. Зато корабликом нельзя управлять. А машинкой можно. Значит, машинка круче. Шляпа может накрыть машинку, значит, шляпа круче. Шляпа промокнет под дождем, а зонтик нет. Зонтик сдует ветром, а стул не сдует. У стула нет колесиков, а у роликов есть. Но у велосипеда колеса больше. Гвоздь проткнет велосипедное колесо, а молоток забьет гвоздь. Один предмет круче другого. Кто же выиграет? Котятки, а что в масленке делает расческа? Ой, Расческа тверже масла, значит, она круче. А кто-нибудь видел мою шляпу? Что тут происходит? Мы начали играть в камень, ножницы, бумага и вот. Больше похоже на игру свалка, мусорка, помойка. Да, вместо того, чтобы убраться в комнате, мы все еще больше разбросали. Зря мы начали играть в камень, ножницы, бумага. да, сейчас бы подошла игра швабра, тряпка, пылесос. Я знаю, что надо делать. Не будем выбирать того, кто все уберет, а сделаем все вместе. Новая игра прошла на ура. Все молодцы. И теперь можно поиграть в остров динозавров. Здорово! Миу, 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 миу. Котятам очень понравилось играть в камень, ножницы, бумагу, кораблик, шляпу, швабру и динозавров. Каратисты. Однажды котята играли на улице и увидели своего друга Сажика. Эй, Сажик, привет! Поиграешь с нами? Привет! Спасибо, но я сейчас не могу. Я иду на карате. Пока. Какой Сажик молодец! Ни одной тренировки не пропускает. Ага, он станет крутым каратистом. Я тоже могу стать крутым каратистом. Сегодня попрошу маму купить мне форму. Ты будешь заниматься карате? Здорово! Миу, 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 миу. Мама купила Коржику кимоно с белым поясом для занятий карате. Та-дам! Видали? Я крутой каратист. Хия! Уай! Вообще-то пока еще не крутой. Тебе надо сперва походить на тренировки. Да ну их! Я и так умею ногами махать. Хия! О, Коржик, ты тоже решил заняться карате? Пойдем со мной на тренировку? Не, у меня и так хорошо выходит. Это же просто. Это совсем не просто. И надо заниматься с тренером. Он поможет исправить твои ошибки. Сажик прав, надо заниматься с тренером. Тренер не нужен. В интернете полно видео про карате котят.
Легкотня, я тоже так могу. Смотрите. Хей-я! Извини, Коржик, но ты делаешь совсем не так, как они. Распечатаем позы на принтере, тогда их точно повторю. Руки шире, Ху! ногу выше, спину прямее. О! Ай. Ой, да какая разница? Я все равно выгляжу круто. Хия! Нашим друзьям понравится. Коржик решил показать друзьям, какой он крутой каратист. Сейчас я выбью этот мяч ударом с разворота. О, звучит круто. Хия! Ой! Ой. Нет, я сейчас. Хия! Да, костюм у тебя красивый, а прыгаешь ты так себе. Одного костюма мало, надо тренироваться. У меня тоже сначала не получался этот удар. Зато теперь... Ух ты! Круто! Значит, все дело в занятиях с тренером? Конечно! Тренер учит тебя разным движениям, а потом ты их отрабатываешь. Чем больше тренировок, тем ты ближе к мастеру. А цвет пояса показывает, насколько ты крутой. Белый пояс дают новичкам, желтый – это уровень повыше. Потом идет много других поясов. Но самый крутой – это черный пояс, потому что это пояс мастера. Я тоже хочу стать крутым каратистом, как ты, Сажик. Я знаю, что надо делать. Надо ходить на тренировки вместе с Сажиком, потому что он их никогда не пропускает. И поэтому у меня уже зеленый пояс. О! Сажик, можно мне ходить вместе с тобой? Обещаю не пропускать. Конечно, можно. Коржик упорно ходил на каждую тренировку, а вскоре состоялись показательные выступления. Ура! У меня теперь желтый пояс! Да, он означает, что у Коржика все очень хорошо получается. Как же хочется получить черный пояс! Ух ты! Если упорно тренироваться, то и черный обязательно получим. Здорово! Миу, 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 миу. Так Коржик узнал, что крутого каратиста можно определить по цвету пояса. Но чтобы получить такой пояс, нужно много тренироваться. И делать это лучше всего с друзьями. Сила воли. Как-то раз папа испек вкусные кексы. Вкуснятина! Котятки, надо дать кексам остыть. Вы сможете их попробовать вечером на ужин. На ужин? Ну, до ужина еще целый день. Вам придется проявить силу воли. А сила воли – это что? Сила воли помогает нам выполнять принятые решения, даже если трудно и очень не хочется. Например, не есть кексы до ужина. Иначе вы перебьете себе аппетит. Предлагаю сыграть в игру. Кто до вечера не съест ни одного кекса, тот получит приз. Приз! Здорово! Миу, 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 миу. Ну вот и договорились. Как же я хочу съесть хотя бы один кексик. Они так вкусно пахнут. А как же твоя сила воли? Тебе надо отвлечься. Поиграй с компотом в шахматы. Или возьми робота и поиграй с карамелькой. Сейчас, я на минуточку. Отнесу-ка я кексы на кухню, чтобы они никого не смущали. Коржик! Я придумала. Пойдемте на детскую площадку. Там точно не будет никаких кексов. А у меня для вас сюрприз. Смотрите, какие красивые кексы испекла моя мама. Угощайтесь.
Коржик, используй свою силу воли. Мы же обещали маме, что не съедим до вечера ни одного кекса. Да, но это ведь не те кексы, что у нас дома. Но если мы их съедим, у нас испортится аппетит к ужину. Нужно проявить силу воли. Лучше пошли домой. Кексик, кексичек. А может, Коржик просто проголодался? Пойдем на кухню, дадим ему банан. Какие же они пышные! И, наверное, очень-очень вкусные. Отдай их мне! Нет, отдай мне! Ой. Ну вот. Ты все съел один! Котятки, а где же кексы? Вы не выполнили условия нашей игры? Мы правда очень старались, но это так трудно. Мы держались до последнего и в итоге... Не съели ни одного кекса и выиграли. Ого, а мы думали, ты их съел. Я весь день мечтал о кексах, но когда увидел, что вы тоже хотите их съесть, решил вам помочь, и я их спрятал. Я знаю, что надо делать. Надо помогать друг другу справляться с трудными задачами. Тогда у нас все получится. Все правильно, Карамелька. И раз вы прошли такие сложные испытания, вот вам маленькие подарочки. Я шила вам новенькие футболки в знак того, что у вас такая огромная сила воли. Здорово! Миу, 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 миу. Ух ты! Я хочу сыграть в такую же игру и проявить свою силу воли. Я тоже. Но сначала сыграем в догонялки. Чтобы у нас разыгрался аппетит. Вот так котята поняли, что такое сила воли, а заодно убедились в том, что с любой сложной задачей проще справляться вместе. Говорящая птица. Как-то раз мама с папой вернулись домой от соседей. Вот. А в конце надо достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Должно быть вкусно. Скорее все запиши. Папа, ты нас звал? Коржик, карамелька, компот. А почему ты назвал меня малиновым? Просто наш папа придумал новый кондитерский рецепт. Да. А для вас у нас есть вот что. Наши соседи уехали и просили присмотреть за их попугаем. У нас будет жить попугай. Ура! Миу, 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 миу. Я слышал, попугаи умеют разговаривать. Разговаривать? Да ладно. Ну-ка, скажи что-нибудь. Ну скажи. Может, он не хочет в клетке разговаривать? Давайте ее откроем. Ну что молчишь? Наверное, он голодный. Что, нужно сказать? Спасибо. Надо сказать спасибо. Может, он любит конфеты? Хочешь конфетку? Хочешь? Тогда скажи пожалуйста. А может, он еще маленький и просто не умеет разговаривать? Давайте его научим. Котята стали думать, какому же слову научить попугая. Давайте научим его говорить «бу». Тогда он сможет пугать незваных гостей. У нас не бывает незваных гостей. И он будет просто пугать всех подряд. А может, лучше, например, слово «поздравляю»? От этого слова нам всем будет приятно. Но слово «поздравляю» говорят, когда есть какой-нибудь праздник, а не по любому поводу. Поздравляю! Поздравляю! Нужно простое и доброе слово. Например, «привет». Точно! Это слово никого не напугает. Привет! 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 Скажи привет! 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 Привет!
Так, котятки, пожалуйста, играйте в другом месте. Я никак не могу вспомнить концовку своего нового рецепта. Что там было после того, как коржик поставили в духовку? Достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Попугай запомнил и повторил папин рецепт. Спасибо! Именно так! Значит, он все-таки умеет разговаривать? Спасибо, пожалуйста, поздравляю. Бу! А почему же он до этого не хотел разговаривать? Может быть, потому, что его все время перебивали? И не давали сказать то, что он сам хочет. Я знаю, что надо делать. Надо дать ему ответить. Попугайчик, привет. Добрый день. Здорово! Миу, 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 миу. Спасибо, коржик. Спасибо, карамелька. Спасибо, компот. Ну, здоровья! Вечером все пробовали коржики с карамелью по новому папиному рецепту, а попугай оказался очень общительным. Машинка. Как-то раз по телевизору котята увидели необычное зрелище. Всем напряжение. Супер-кот-огонщик собирается перелететь через множество автомобилей. Сможет или нет? Невероятно! Это новый мировой рекорд! Ух ты! Вот это да! Здорово! Моя новая машинка очень мощная. Давайте устроим ей испытание. А как? Поставим игрушки на детской площадке и сделаем настоящее шоу. Прямо как у суперкота-гонщика по телевизору. Точно! Сделаем шоу! Здорово! Котята соорудили трамплин на детской площадке. Отойдите, дайте место для полета. Подожди, коржик, а разве не нужно сначала рассчитать скорость и дистанцию? Нет, нет, моя машинка и так справится. Поехали! Нет! Машинка сломалась. Она была совсем новая. А теперь выглядит как старая. Не расстраивайся, коржик. Коржик, куда ты? Подожди. Коржик, зачем ты достал нашу копилку? Я хочу купить новую машинку, чтобы поставить рекорд. Но мы же вместе копили эти деньги, чтобы купить батут. Да, коржик, батут для всех, а машинка только для тебя. А если бы я решила купить себе новый кукольный домик, потому что мой уже старый? А я, например, хочу новый велосипед со светоотражателями. Тоже мне теперь покупать его на общие деньги? Ой! Глубоко. Не достать. Ну вот, коржик, из-за тебя у нас не будет батута. Простите, я просто хотела, чтобы у меня была новая машинка. Коржик, я тут взял твою новую машинку. Она уже не новая, она поломанная. Вообще-то я ее починил. А еще мой папа приделал к ней антикрыло. Теперь она будет лететь по нужной траектории. Правда, что ли? Ха-ха! Она прямо как новая. Круто! Как ты это сделал? Это несложно. Почти все можно починить. А иногда даже сделать лучше. Это меня папа научил. Почти все можно улучшить?
Конечно. Я знаю, что надо делать. Котята сами смогли починить и обновить свои игрушки. А папа достал из пруда их копилку. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что старую вещь можно не только починить, но и улучшить. А на сэкономленные деньги можно купить отличный батут. Коржик – ранняя пташка. Однажды вечером котята играли в гостиной. Котятки, сегодня вам хорошо бы лечь спать пораньше. Чтобы пораньше встать и поехать в парк аттракционов «Пиратский остров». Мы хотим успеть к открытию, чтобы не стоять потом в длинной очереди. Пиратский остров? Здорово! Миу, 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 миу. Ради пиратского острова я согласна лечь пораньше. Спорим, я утром встану раньше всех. Ха, ну да, Коржик у нас ранняя пташка. Котята почистили зубы и легли спать, но Коржику что-то не спится. Так, надо не забыть мою пиратскую шляпу. И саблю надо не забыть. Как тут мои юные пираты? Никак не уснут. Кое-кто все время бегает и шумит. Зато утром я ничего не забуду. Проснусь и сразу буду готов. Хорошо, Коржик, а теперь закрывай глазки и поскорее засыпай. Вижу пиратский остров. Эй, просыпайтесь, Сони! О, А мы уже тут. Мы встали пораньше. ой, я проспал. А где все? Неужели уехали без меня? Мама, папа, вы тут или уехали? Коржик, конечно, мы тут. Разве не пора вставать? Нам надо успеть к отплытию, ой, то есть к открытию. Сейчас ночь. Пиратский остров откроется еще не скоро. Мы не проспим. Ну хорошо. Ой, Уже едем, пора вставать. ох, Коржик, еще не пора. Мы встанем утром, когда прозвонит будильник. Иди спать. Коржик все равно боится, что мама с папой могут проспать, поэтому тоже решил завести будильник. Доброе утро. Доброе утро. О, Коржик так хотел рано встать, что всю ночь не спал. Вот и результат. Вот тебе и ранняя пташка. Эх, надо, чтобы наша пташка все-таки выспалась. Придется поехать попозже. И простоять весь день в очереди. Я знаю! Ой, я знаю, что надо делать. Давайте положим Коржика в машину прямо в одеяле, и он доспит по дороге. Проспали! Коржик, ранняя пташка, наконец проснулся. А где мы? Я проспал? Да, а вот мы встали вовремя и успели прямо к открытию. Дорогие гости, парк аттракционов «Пиратский остров» открывается! Йо-хо-хо! Вот это да! Я так рад, что вы меня не забыли! А еще мы не забыли твою пиратскую шляпу. И саблю. Спасибо большое! Пиратский остров
Йо-хо! Миу-миу-миу-миу! Хотя котята приехали в парк очень рано, они были полны сил, потому что все отлично выспались. Покоритель вершин. Однажды котята смотрели передачу про отважных скалолазов. Преодолев все трудности, он покорил вершину и установил на ней свой флаг. Круто! Я тоже хочу покорять вершины и устанавливать флаги. Это, наверное, очень трудно. Нужно нести много вещей. И забираться очень высоко, туда, где холодно. Я справлюсь. Просто надо тренироваться, как мама обычно тренируется. Чем труднее будут тренировки, тем скорее я покорю вершину. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Компот нашел в подвале папин походный рюкзак. Похоже, папа давно не ходил в походы. Теперь надо положить в рюкзак много нужных вещей. Котята наполнили рюкзак, и, кажется, он стал довольно тяжелым. Можно пойти на детскую площадку и потренироваться залезать на горку. Хорошо. Коржик, может, ты немного отдохнешь? Нет, я должен тренироваться, а то я не смогу покорять вершины. Легкотня. Теперь надо покорить вершину побольше. Можно покорить лестницу, которая у нас дома ведет на чердак. Она выше. Отличная идея, Компот. А может, пока я туда иду, вы с Карамелькой сделаете для меня флажок? Точно! И ты установишь его на вершине лестницы. Прямо как настоящий покоритель вершин. Ага. Покорять вершины не так просто, как я думал. Коржик, твой флаг готов. Осталось установить его на вершине лестницы. Давай, Коржик, ты сможешь, осталось чуть-чуть. Но вообще-то там еще много. Я знаю, я просто хочу его поддержать. Давай, Коржик, давай! Котятки, что вы тут делаете? Помогаем Коржику тренироваться. Покорять вершины. О, котятки, никогда больше так не делайте. Коржик, почему у тебя такой тяжелый рюкзак? Я хочу стать покорителем вершин, забираться на них и устанавливать флаги, как отважный скалолаз. Но для этого надо нести кучу всяких вещей. Вот Коржик и тренируется. Котятки, тренировка не должна быть сразу тяжелой. Надо постепенно увеличивать нагрузки, чтобы успеть к ним привыкнуть. Чтобы участвовать в марафоне, я долго тренировалась. Сперва быстро ходила, потом медленно бегала, а потом уже бегала быстро. А-а-а! Я знаю, что надо делать. Коржик начнет с простых тренировок и будет понемногу их усложнять. Ура, молодец! Первая вершина покорена! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Можно добавить еще чуть-чуть веса. Ага. Вот так котята поняли, что тренироваться надо долго. И тогда постепенно можно стать сильнее и выносливее.